Так как же отличить хорошего астролога от шарлатана? Целеустремленность, ответственность, долг. Лайфхак для Скорпиона. Да, сублимируешь. Тебе по кайфу будет. Регулярный секс. В их жизни секса будет немного. Есть вот идеальные пары по гороскопу, но при этом они расходятся сразу же. Два скорпиона могут быть вполне совместимы. Кто я, Скорпион или Рак? Люди-львы, они строят целое государство. Стану ли я миллионером? Ну, вот это вообще невозможно вычислить. Вот как выбрать идеального партнера? Если он Овен, то он по-любому лидер. Дева, она очень такая собранная. Ну а что такое деваться по Венере? Ретроградный Меркурий – это миф. Не ретроградный Меркурий виноват в том, что бывшие возвращаются. Всем привет! Меня зовут Света, и снова у нас на канале CrossFit Talks. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему – астрология. Астрология, что же это, наука это или псевдонаука, мы сегодня разберемся. Также сегодня у нас в гостях специалист в области астрологии Наталья, которая нам расскажет, почему вы до сих пор не достигли успеха и почему ваши бывшие возвращаются к вам в ретроградный Меркурий и много чего другое. Поэтому оставайтесь с нами до конца, я подготовила очень много вопросов. Привет, Наталья. Расскажи о себе больше, как ты пришла в астрологию, и пойдем дальше. Здравствуй, Света. Я, во-первых, хочу поблагодарить тебя за такую возможность. Действительно, очень много мифов вокруг астрологии. Кто-то называет ее наукой, кто-то мифами, действительно, которые кто-то когда-то выдумал. Ты знаешь, вот именно с этого у меня все началось. Я начала разбираться, вот что это на самом деле. Миф или все-таки наука? И когда это случилось? Это случилось в 2008 году. То есть, представляешь, как давно я это все изучаю. В общем, для себя тогда еще давно я для себя галочки поставила. То есть, вопросы, которые я хотела закрыть, я закрыла на тот момент. Каждый раз я по-новому что-то для себя открываю. То есть, какой-то вопрос возникает, я ищу ответ там, то есть в натальной карте. Так что же это такое, да? То есть, если мы немножко отмотаем историю, да, и даже вот загуглим, то есть сейчас очень много информации, то есть она свободна, пожалуйста. Астрология существовала еще до Рождества Христова, то есть, может быть, это как-то связано с язычеством. Но опять же, вот это слово язычество, для меня это вот стихии, которые мы видим вокруг нас, да, то есть это огонь, вода, воздух и земля. Вот 4 стихии. Это, в принципе, и мы состоим из этих стихий. То есть, если задуматься, огонь – это наша энергия. Пусть она невидима, но мы же чувствуем, когда мы заряжаемся. Да? Вот мы куда-то бежим, мы встаем, мы полны энергии. Вот, это та самая энергия, она у нас есть, мы полны сил. Вторая – это вода. Вода – это все жидкости, которые присутствуют в нашем организме. Земля – это наше тело. Вот, когда мы уходим с этой планеты, тело остается, то есть оно принадлежит Земле. И воздух. Воздух – это наши мысли, это тоже энергия. То есть сейчас об этом все кругом говорят, да, вот на самом деле вот 4 стихии, которые вокруг нас, в нас самих, и об этом говорит астрология. То есть это не просто знаки, да, то есть если ты глубже пойдешь, вот знак Рак, да, это энергия воды. То есть мы можем убрать знаки, и вот смотря на натальную карту, я могу сказать, в человеке больше энергии воды, либо огня, либо земли, либо воздуха. И что это значит на человеческом языке? То есть он более мыслительно, более направлен на размышления, на мыслительный процесс, то есть воздуха больше. Огня, то есть это человек, который ведет за собой. То есть он лидер, вот генерирует идеи, бежит куда-то, пробивает стену. Это огонь. Земля – это человек земли, то есть вот мы даже часто говорим, он приземленный. Откуда это идет? То есть человек, который любит работать на земле, собирает, копит, он хозяин, да, вот это земной человек. А вода – это эмпатия. Эмпатия, чувственность, чувствительность, нежность. Да, вот если, но опять же, каждый знак – это рак, рыбы и скорпион, он немножко отличается. Да? То есть вот вроде вода, но разная вода. То есть рак – это более такая спокойная вода, можно, если сравнить с речкой. Да? Рыба – это целый океан. То есть там потеряешься, о чем они думают, вообще непонятно. И скорпион, как я тебе уже говорила, то есть это кипящая жидкость, а может быть и ядовитая, если она захочет, понимаешь? То есть непредсказуемая вода.
Нам, наверное, всем знакомы разные прогнозы астрологические. Возьмем за пример прогнозы Ангелы Перл. Я лично одно время слушала их, год так точно. Совпадало? В какой-то момент мне казалось, что совпадало все, вот. Но потом я где-то прочитала про некий эффект Пигмалиона, когда люди начинают верить в эти вот прогнозы, и оно, в принципе, происходит. Вот расскажи про эти общие прогнозы. Вот насколько ты к ним, как ты к ним относишься? Может быть, если бы я не изучала астрологию, я бы, может, тоже где-то что-то слушала. Да? Но так как я знаю, что значит прогноз, то, естественно, скажу сразу, это не работает. То есть любой прогноз, вот этот общий, и даже который я иногда делаю, он строится вот в зависимости от того, какое сейчас расположение планет в небе и какие тенденции, то есть что может произойти в мире приблизительно. Опять же, если складывается какая-то воинственная аспектация, да, где-то должно что-то произойти. Опять же, это может быть землетрясение, это может быть какой-то военный конфликт. Но опять же, где именно, сказать невозможно. Дальше, прогноз лично для человека, да, то есть вот общие прогнозы, которые мы видим, они даются для солнечных знаков. Опять же, представь себе, вот ты вот по Солнцу рак, а у тебя еще куча планет, да, и причем асцендент имеет большое значение. Тем более асцендент – это вообще все про тебя. То есть ты можешь даже изменить свою внешность на определенных транзитах. Ты можешь даже ногу себе сломать, потому что это вот касается тебя, асцендент. А Солнце – это твоя проявленность в обществе. То есть это не обязательно прогноз там вот какой-то особенно личный. Это про проявленность в обществе. В целом про твою энергию. Да? То есть вот будешь ты там хорошо себя чувствовать или, может быть, не очень. И оно работает не для всех. То есть вот, допустим, тот же самый Меркурий идет сейчас в небе, да, и делает хороший аспект к твоему Солнцу. А рядом у человека, не знаю, вот тот же самый, у него Солнце в раке, но еще есть дополнительные аспекты, допустим, в тот же самый асцендент, да, опять же, негативные. Позитивный к Солнцу, негативный к асценденту. Опять же, человеку может что-то случиться вот на этом аспекте, вроде позитивный к Солнцу. Опять же, это все нужно делать индивидуально и строить натальную карту, и накладывать вот эти транзиты, которые сейчас в небе складываются, на его натальную карту и смотреть, как идет взаимодействие вот этих планет. А общий прогноз – это все про солнышко. Эффект Пигмалиона, когда то, что человек сказал, мы принимаем за правду, вот принимаем ее до такой степени, что прям идем с этой правдой до конца, да, то есть вот я поверила и вот прям с этим иду, даже если это что-то негативное. Многие люди, наверное, могут бояться приходить к астрологу именно потому, что примут это так серьезно, что это может изменить их жизнь, хотя, может быть, и ничего бы и не произошло, да. Но если мы задумаемся с тобой, да, поглубже, вот ты приходишь к любому другому специалисту, допустим, к врачу, и он плохо сделал там анализы, да, и вот он тебе ставит какой-то диагноз, который совершенно не твой, или заранее как-то тебе что-то говорит, и ты тоже ходишь с этим, да, то есть здесь нет такого, что кто-то виноват. Это вот сейчас ты должна вопрос задать к себе. Как ты фильтруешь вообще всю информацию? Допустим, на улице может человек к тебе подойти и сказать, что ты как-то выглядишь страшно. Ты возьмешь это себе или нет? Вот как бы здесь вопрос к тебе. Давай на примере на моем. У меня Солнце в раке. Асцендент и Луна, и Плутон в Скорпионе. Кто я, Скорпион или рак? Когда у тебя скопление планет в одном знаке, это мощно. Это называется стелиум. Эта энергия очень сильно проявлена. То есть вот сейчас не помню твою карту полностью, но в принципе это большое количество воды уже. Да, вот энергии Скорпиона. Плюс твое солнышко в раке. Это опять вода. То есть очень много воды. То есть ты достаточно чувствительный человек. И важно очень контролировать свои эмоции в какие-то моменты. То есть не реагировать сразу. Вот лучше подумай на следующий день, и вот что-то лучше придумаешь, чем сразу. То есть лучше смотреть человека по количеству энергии. В целом
планеты. Лучше, конечно, это изучить личные планеты, это еще и Венера, и Марс, то есть насколько мы активны. Венера — это если вдруг ты хочешь изучить себя в отношениях поглубже, потому что асцендент тоже имеет значение. Вот, допустим, когда я изучаю отношения людей, асцендент — это самое главное, да, что я смотрю, асцендент, десцендент и, конечно же, Венера, потому что когда вот мы встречаемся первый раз, допустим, с каким-то молодым человеком, он реагирует на нашу Венеру сразу, да, то есть асцендент он потом будет рассматривать там, но Венера вот это то, как вот происходит вот эта вся химия, да, то есть он влюбляется и видит нас в том знаке, в котором находится наша Венера. И любит, когда мы проявляемся по этому знаку. Например, Венера в Деве. Например, Венера в Деве. Кстати, Дева, она очень такая собранная, лаконичная, чтобы все аккуратненько было. Да? То есть мужчина будет любить это, вот что аккуратность в доме у тебя. И вообще, когда ты вот все по полочкам разложила, у тебя все чистенько, вкусно пахнет, там свеженько, парфюм какой-то. Ну, то есть все должно быть вот на своих местах. У тебя все собрано вот так. То есть, получается, для того, чтобы привлечь мужчину, влюбить в себя мужчину, нужно действовать согласно Венере. В своей раскрывать ее по полной. И желательно не впадать в какие-то негативные состояния. А что значит? Негативные, то есть любая планета, где она находится в определенном знаке, она может проявить себя и отрицательным способом, особенно если там есть еще и аспекты, да, от каких-то других планет. Там уже глубоко я это все изучаю и даю специальные рекомендации для того, чтобы нивелировать это состояние. Ну вот, допустим, негатив Венеры в Деве, это она становится критиканом. Ну, то есть вот она может цепляться, там, я не знаю, за неправильно положенный носок до такой степени, что у нее голова там может болеть, или она прям раздражается, а мужчине это может не нравиться. То есть, заранее может обговорить какие-то правила, я не знаю, быта. Или там, допустим, еще Венера в Деве может придираться к питанию. Для нее важно, чтобы человек сохранял какую-то стройность. И она тоже может придираться, если вдруг там какие-то лишние килограммы появляются. Вот главное негативное качество – это критиканство. То есть стараться следить, чтобы не впадать. Потому что идеальных людей нет. Вообще нет. То есть опираться на какие-то ощущения. Тебе информация идет, и тебе от нее тревожно, страшно, там как-то некомфортно. У некоторых даже головная боль может развиваться. То есть, может быть, это не твоя информация, то есть прислушайся к себе. А если тебе от информации, так кайфово, ты там уже бежишь уже все делать, там вот это и есть правда. То есть, а это твоя информация, бери и делай. То есть вот таким образом фильтровать. Поэтому с этим эффектом можно столкнуться везде. Даже я лично столкнулась с психологом, который сказал, если ты вот так не сделаешь, ты вообще не вырулишь. То есть, а где выбор? Мой человеческий. Я сама должна делать выбор, а не потому, что мне кто-то так сказал, я должна делать. Нет. Так как же отличить хорошего астролога от шарлатана? Во-первых, я чувствую человека, это одно, да. Второе, если вообще не понимаешь ощущения в теле, тогда смотри, сколько лет человек занимается этим. Допустим, для хорошего астролога 1-2 года – это очень мало. То есть ему нужно пересмотреть 1000 карт, чтобы сложить эти все энергии, все вместе, чтобы выдать тебе ту информацию, которая нужна тебе, а не общую какую-то, солнце в раке, а как это все сложить? Тебе же нужно дать ответ, чтобы ты действовала, да? Допустим, ты пришла для отношений. То есть сложить всю эту информацию у правителей, асцендента, десцендента. То есть почему с тобой это происходит, что с тобой случилось, да? То есть это все сложить, и это только с опытом приходит. То есть смотреть на опыт. И третье, наверное, если бы я пошла к астрологу, то я бы просмотрела, во-первых, странички, о чем он говорит. Если это какая-то попса, да, типа там Меркурий там где-то прошел, там, я не знаю, что-то такое общее какое-то, да, я бы, может быть, задумалась. Хотя, да, можно создать какие-то ролики, чтобы привлечь, да, людей. Можно, да, но вопрос, как ты будешь рекомендовать человеку прорабатывать какие-то вещи, да, то есть если просто выдать ему информацию, так с тобой случится, что именно, ты должна что-то посоветовать, что-то порекомендовать. Значит, вопрос такой, вы даете информацию с рекомендациями по проработке,
либо это вот просто информация о том, вот, что вы видите. Вопрос, который нужно задать. Да, то есть это будут рекомендации с проработкой. Ну, то есть обязательно человек, обязательно астролог должен оставить какие-то рекомендации, если есть какой-то негатив. Мгм. Ну, обычно всегда приходят с каким-то негативом и хотят узнать, как его проработать. Ну, вот как-то так. Вот это и есть реальный астролог, а не просто он тебе выдает какую-то голую информацию, и вот что с этим делать. Что ты думаешь про хорарный вопрос? Я вот, если честно, это не люблю. Я единственный раз, может быть, это делала. И я понимаю, что человек вот хочет какого-то решения прямо здесь и сейчас. Нет, я лучше за то, что вот есть в натальной карте и какие действия предпринимать для того, чтобы это достичь. И пусть это будет постепенно, да, то есть вот такие действия предпринимаешь, вот туда тебе нужно дойти, даже прогноз какой-то составить, допустим, на год, посмотреть тенденции, какие будут. Насколько он правдив, этот хорарный вопрос? Я не раз обращалась к хорарному вопросу и получала или да, или нет. И достаточно, вот как ты говорила, внутренние ощущения были довольно противоречивы. Противоречивые. Ну вот, значит, это не то. Да, то есть это как тот момент, не люблю это слово гадание, да, но для меня это вот пилюля какая-то, вот сделал, да или нет, посмотрел состояние этих планет. Опять же, не всегда это астролог может уловить сразу, да, вот это тоже вопрос, к какой планете это имеет отношение. А можно ли по натальной карте определить, когда я встречу мужчину своей мечты? Ну да, конечно. То есть строится соляр, те же самые транзиты, дирекции, где можно посмотреть тенденции на год. Но опять же, здесь такой момент, возьмешь ты эту возможность или нет. Но лучше, конечно, если аспектирован десцендент очень хорошо, Венера в хороших аспектах, то да, можно вот приблизительно сказать, что вот в этом году у тебя есть возможность. А определить конкретно, кто этот человек? Например, один из моих прогнозов. В таком-то, таком-то, таком-то году ты встретишь Козерога, и он будет твоим будущим супругом. В принципе, вот по твоей натальной карте можно определить приблизительно, какой мужчина к тебе придет. Да, но это не прогноз, это твоя натальная карта. В принципе, так можно сказать и про твоих родителей, и про твоих детей, и про тебя, то есть и про твоего мужчину, естественно. И про любовников, и про мужа, с которым ты вступаешь в брак. То есть все можно рассказать. Опять же, сказать, что это будет Козерог, и я бы такого не сказала. Так как, допустим, десцендент у тебя в Тельце, я бы сказала, что может прийти человек земного знака. Но опять же, это Козерог, Телец и Дева, может быть. То есть приземленный, достаточно практичный такой человек. А вот кто конкретно к тебе придет, ну, так сказать, либо, может быть, у него выражены планеты в знаке Телец, либо асцендент в Тельце. То есть вот очень часто так и бывает, что ты Скорпион, а смотришь, а у него асцендент в Тельце. То есть видишь, вы прям сошлись, да, то есть по своим асцендент. А может ли астрология ответить на вопрос, любит ли меня этот человек или нет? Ну и если да, то как это вычислить? Ну, вот это вообще невозможно вычислить, кроме того, что можно построить вашу синастрию и посмотреть какие-то негативные моменты. То есть есть, наверное, такие карты. У меня просто такого не получалось. Ни разу никогда приходил, когда все прекрасно там, да. То есть все время что-то нужно прорабатывать. Построить вот эту карту, синастрию и посмотреть ваше взаимодействие. То есть бывает, что совместимость сексуально прям вау, да, но отношения могут быть недолгосрочные. Ну, рекомендуешь, как это продлить. Опять же, это про долгосрочность, это про Сатурн. Это про терпение, про аскезу, про долг. И если человек не понимает смысла этих вещей, ну, пока не время. Понимаешь? То есть я правильно понимаю, что если, допустим, вот есть пары, которые пытаются разойтись, они идут к семейному психологу. Вот точно так же эти пары могут прийти к астрологу. Так и приходят, да. Да, построить синастрию, и астролог даст им рекомендации, что нужно сделать, какие планеты нужно проработать, чтобы сохранить этот союз. Ну, когда мы говорим планеты проработать, это скорее, что просто нужно сделать. То есть каждая планета – это вот прям набор действий. То есть это не просто я там
про планеты рассказываю, я рассказываю про определенные действия. То есть, когда мы прорабатываем Сатурн, то есть вот в 30 лет он приходит к нам, эти энергии, это о чем говорит? Когда мы прощаемся с нашими розовыми очками, все, вот 29 лет, вот оборот Сатурна, когда мы, как-то я уже выросла. Вот то, что раньше вообще не идет. То есть вот это новый этап, переход. И что значит энергия Сатурна? Это вот ты должен принять понимание вот этого долга, да, что вот ты не просто так живешь, кайфуешь, да, а вот что-то есть, и кому-то ты должен. Все равно. Хотя многие психологи говорят, что мы никому ничего не должны. Здесь так не работает. Мы в любом случае должны кому-то, понимаешь? То есть, допустим, даже нашим детям. Если мы о них не будем заботиться, да, то кто будет о них заботиться? Опять же, если ты отказываешься от этого долга, вот Сатурн и может наказать, но мало кто об этом знает. То есть, наоборот, все как-то... Что значит Сатурн может наказать? Значит, ты провалишься в какие-то состояния инфантильности. Ну, то есть я такая девочка, тебе уже 50, а ты все там ни угла своего, никого рядом. И вот ты вот такая вот вся розовенькая, да, там в 50 лет. Может быть, ей так и нравится, но с другой стороны, нужно посмотреть, нравится ли реально человеку такая жизнь. То есть, когда человек живет жизнь безответственно, вот это и есть тот момент, когда Сатурн его наказывает. Вот, ничего его не держит. Постоянные долги, кредиты. Постоянные долги, кредиты, бедность. Угу. Да, вот туда засаживает вот Сатурн, если ты не берешь ответственность. Опять же, может быть, долг – это такое слово слишком громкое, я говорю, но ответственность. Вот ответственность, стержень какой-то выработай, да, и если ты кому-то что-то пообещал, хотя бы так, вот я пообещал, я сделал. Вот если ты не сделал, опять же, ты накапливаешь вот эту негативную. Это вот я правильно понимаю, это прорабатывать Сатурн, это про ответственность, это вот выполнять свои обещания. Обещания, обязательства. Утром рано вставать. Это ты уже перед собой какие-то там тоже, если это ты тоже... сделал, вдруг аскезу ты хочешь взять, это тоже аскез, Сатурн, это да. Допустим, заниматься, дисциплина, да, там вот. Я правильно понимаю, проработанный Сатурн это, получается, путь к успеху, путь к деньгам и успеху. К успеху. То есть ты понимаешь, что где-то тебе нужно перетерпеть, где-то тебе нужно приложить усилия. Это тоже про Козерог. Вот, кстати, Козерог управляется Сатурном. То есть люди Козероги, вот они изначально такие, да, то есть в них заложено трудолюбие. Вот насчет успешности я бы посмотрела другие моменты, но то, что он трудолюбивый, и вот он наметил свою цель, он туда придет, пусть там через 20, может, через 30 лет, он туда придет. То есть он целеустремленный. И он, кстати, пришел для того, чтобы вот людям другим показать, что это такое целеустремленность, ответственность, долг. Вот тоже интересно, вот ты как раз это подметила, когда приходит какой-то определенный знак в твою жизнь. Да. Что это может значить для нас? Да. Очень много значит. Слушай, спасибо за этот вопрос. Это обязательно, вот если какой-то человек, тем более на постоянной основе, вот представь, это твой ребенок. У меня Козерог. Ребенок? Все. Вот он учит тебя вот именно тем вещам, о которых мы с тобой проговорили. И, кстати, у тебя кармически восходящий узел в Козероге. Присмотрись, прислушайся к ребенку, он многому тебя учит. А если партнер приходит какой-то очередной бывший, например? Ты имеешь в виду по Меркурию? По Меркурию в том числе. Я скажу так, что ретроградный Меркурий – это тоже в некотором роде миф, который там нам что-то нарушает. Он может нарушать, если вот он складывает такие аспекты негативные в твоей карте, он может нарушать. Потому что что такое ретроградный? Он ходит туда-сюда 3 раза. То есть он аспектирует какую-то из твоих планет 3 раза. И представь, что это негативно. И вот в течение месяца. То есть вот он ходит, и ты вся такая вот... и документы там пропали, и там, не знаю, на самолет не успела. Это все Меркурий. Если он у тебя негативно аспектирует твои планеты, или асцендент, или там солнышко твое, или Венеру, значит, в отношениях, вот, кстати, может бывшая возвращаться. А вдруг у тебя, допустим, Меркурий управляет твоим десцендентом? 100%. То есть он будет влиять на твои отношения. Но опять же, это все личная натальная карта. Это не у всех. А у кого-то ретроградный Меркурий, наоборот, может сделать секстили и трины. Это значит, у тебя был прекрасный момент для того, чтобы совершить какую-то сделку. А ты будешь сидеть. А ты пропустила.
То есть хорошо, получается, когда бывшие возвращаются в ретроградный Меркурий, это значит, что у меня по планете какой-то... Ну да, то есть это нужно изучить. Может быть, у тебя Лилит стоит в весах, в Тельце. И что это для меня значит, когда бывшие возвращаются в ретроградный Меркурий? Давай расскажем. Ну, ты знаешь, они могут возвращаться, по любым каким-то своим причинам. Если они возвращаются, значит, ты еще что-то в себе не поняла. Вообще все, что происходит вокруг нас, это о нас. То есть даже что-то негативное, бывший, не бывший, там, любая другая ситуация, это все про нас. То есть что ты еще в себе там как-то не пересмотрела, потому что он больше не вернется. То есть если ты его там ждешь, если ты еще жертвишь, если ты там его обожествляешь еще до сих пор, вот он как бы и притянется для того, чтобы это проверить. Вот он притянулся, ты уже конкретно там сказала, что нет, причем определенным каким-то способом, который ты знаешь только ты, да, потому что вы в отношениях, там разные могут быть моменты, да, то он больше не вернется. То есть ты должна конкретно вот поставить свои границы. То есть вот так со мной нельзя, вот это нельзя. И лучше сказать, переведи мне денежки на карту. Не ретроградный Меркурий виноват в том, что бывшие возвращаются, а ты сама, которая ждешь его. Почему вот есть такие несовместимые пары по гороскопу, и они живут очень долго, и просто невероятно долго, непонятно почему. А вот есть вот идеальные пары по гороскопу, идеальные, но при этом они расходятся сразу же. Вот. Что в твоем понимании несовместимое? Вот объясни мне. Вот, например, 2 скорпиона. Опять же, это миф. Вот опять мы с тобой возвращаемся к Давай развеем эти мифы. К общим гороскопам. Это вообще не имеет никакого отношения к вашим отношениям. Всегда лучше строить синастру для того, чтобы получить вот конкретные рекомендации, что у вас не так. 2 скорпиона могут быть вполне совместимы. Даже наоборот, они могут помочь друг другу, потому что вы понимаете априори, чувствуете энергии друг друга. И сексуальность повышенная у обоих, и работоспособность. Причем масштабные проекты можете делать. То есть вы можете помочь друг другу даже в работе. Вы можете и дома, и на работе быть вместе. И вам будет кайфово. Но опять же, все остальное нужно смотреть. Если ты имеешь в виду несовместимость сексуальная, да, тоже такое может быть. Опять же, есть вот знаки, которые вот земные. Например? Дева, Козерог и Телец, они, в общем-то, спокойно относятся, если в их жизни секса не будет немного. Опять же, нужно смотреть Марс мужчины, то есть открываешь натальную карту и смотреть Марс мужчины. То есть если он в земном знаке, то он спокойно может обходиться без секса очень долгое время. То есть он будет занят... Для него работа будет важнее, чем все остальное. То есть зарабатывание денег, особенно если вдруг у вас какие-то материальные проблемы. То есть для него это все, он все отложит. Вот он будет работать, пока он не заполнит твой холодильник. Ну, а как такому знаку, вот, например, быть с таким, как Скорпион, которому просто вот нужно регулярный секс? Смотри, здесь, опять же, видишь, сейчас я тебе голословно какие-то вещи говорю. Да. Я могу тебе сказать, самой трансформировать свои вот эти энергии, желания, потому что энергия Скорпиона – это про бизнес, это про масштабные какие-то проекты, про спасательскую какую-то деятельность. Опять же, вот пожарники, там, полицейские, врачи, те же самые энергопрактики, да, то есть если ты пойдешь в эту сферу, ты будешь отдавать свою энергию по максимуму, то есть для тебя, то есть придешь домой, и вот секс каждый день, тебе это уже будет не нужно, потому что ты уже отдала свою энергию. Энергия Скорпиона еще описывается 8-м домом, да, то есть вот чтобы понятнее было, вот мы видим кружочек 8-й дом, это и есть Скорпион. Mm-hmm. И вот все, что идет по 8-му дому, секс, большой бизнес, деньги партнера и смерть, трансформация. То есть вот представляешь, вот эта мощная энергия, энергетические практики. Вот сливаешь, значит, в другое место, и секса тебе уже не так хочется. То есть это куда-то сублимируешь. Лайфхак для Скорпиона. Да, сублимируешь. И опять же, вот тебе по кайфу будет создавать что-то масштабное. Вот эта энергия, наверное, сравни сексу в плане того, что тебе огромное количество благодарности приходит, вот, и ты прям расширяешься, ты прям вот кайфуешь от этого, понимаешь? Может быть, не меньше, чем от секса. Спасибо за лайфхак.
Расскажи, пожалуйста, есть какие-то астрологические фишки для первого свидания, для тиндер-знакомства, допустим, чтобы сразу понять, мой ли это мужчина или не мой? Вот, например, там раки мужчины очень чувствительные, там овны, они лидеры, ну вот как-то так. Или же там может какой-то рак, луна в раке, это же тревожные люди. Луна в раке, да, но это очень чувствительные, обидчивые, да, ранимые. Вот какие идеальные партнеры для тиндер-знакомства? Мы по Солнцу ничего конкретно не можем сказать. Он просто так самовыражается в социуме по Солнцу, по вот этому знаку. Но уже можно сказать, если он Овен, то он по-любому лидер. То есть он будет там идти на пролом, добиваться там чего-то. То есть он не будет сидеть там дома возле телевизора, да. Но опять же, можно смотреть солнышко, как оно там аспектировано. Бывают такие овны, что они не проявлены. Такое тоже встречала. Вот как выбрать идеального партнера для себя? Идеальный партнер – это вот каждая женщина мечтает встретить успешного, богатого мужчину. Вот как же, по каким знакам это определить? Только прислать мне даты рождения, потому что так ты не выберешь. Это общая абсолютная информация, она не работает. По Солнцу вот не определишь никак. По асценденту, по Луне. По асценденту, по Луне, да. Допустим, смотри, если в синастре ваши луны соединяются, ну, либо аспектируются трином, секстилем, да, у вас вот на грани того, что вы прям без слов. Все, у нас коннект такой пошел, мы чувствуем друг друга, потому что Луна – это наши эмоции, наше подсознание, наши базовые инстинкты. То есть мы на уровне вот, ну, прям без слов. То есть для быта, для жизни это идеально. Вот когда ваши луны соединяются, либо трин-секстиль. Идеально. Вот для будущего прям длинные отношения. Если, допустим, солнышко с солнышком, ну, здесь может быть, если соединение, то может быть немножко некоторая борьба в плане, если вдруг кто-то успешнее станет, а другой менее, может быть вот какая-то обида в плане, что кто-то успешнее, кто-то не. Потому что Солнце – это про успешность, это про яркость, вот проявленность. Может быть какая-то борьба, если вот одного знака такое. А асцендент, то, понимаешь, мы автоматически притягиваемся. То есть, казалось бы, вот мы просто реагируем на человека, он должен прийти в твою жизнь. Он должен прийти, все. Другие ты вообще не замечаешь их. А он должен прийти. И вот открываешь карту и смотришь. Асцендент у тебя там в Скорпионе, а у него асцендент в Тельце. Ну все, притянулись. То есть ты его нашла, он притягивается, это уже придумано. Угу. Вот эти энергии, ты их ждешь, ты их хочешь. Есть ли определенные практики, вот тоже давай для первого свидания? Я слышала, что на свидание лучше идти в пятницу, потому что это День Венеры. И для того, чтобы быть более женственной и сексуальной, необходимо одеться согласно там Венере. Вот. Расскажи подробнее про это. Ну да, то есть Венерку, конечно, стоит поизучать. Если она, допустим, поражена, тут тоже нужно ее прокачать. Потому что, допустим, если Венера поражается Сатурном, то девочка немножко зажатая такая, да, то есть и вообще чаще вот не умеет вообще одеваться. Вот, кстати, если есть Венера квадрат Сатурн, вот можно поработать со стилистом. Это вот опять же тот аспект, когда Сатурн – это какой-то учитель. Вот надо найти какого-то учителя, либо женщина такая находит мужчину старше себя, ну, опять же, видишь, про учителя, да, такая вот фигура отцовская, и ей нужен этот учитель. Ну, либо вот, чтобы немножко прокачать Венеру, ищешь себе стилиста, там, я не знаю, может быть, косметолога какого-то, который тебя там как-то что-то сделает красивое. Ну, в общем, какого-то учителя, наставника вот в сфере моды, красоты. Обязательно нужно искать, потому что с таким аспектом же и женщина зажатая немножко такая, и одевается очень сухо. То есть, ну, а что такое одеваться по Венере? Одеваться по Венере. Ну, допустим, вот эта девочка, она вот любит рюшики такие, знаешь, ретро, что-то такое. Вот она вся такая вот нежненькая такая. Вот это рак. То есть женщина очень женственная, во-первых. И, соответственно, стиль, который она часто выбирает, именно вот такой. Венера в раке, да. Венера в раке. Вот. И, допустим, какой еще? Допустим, Венера в Стрельце, то есть это такой двоякий знак, пусть он и огненный, да, но женщина, она такая, знаешь, авантюристка немножко, да, внутри. Опять же, ей нужно раскрывать это наружу обязательно. То есть какие-то путешествия, да, и стиль ее будет такой, может, даже где-то мальчишеский какой-то, но вот такой походный. Вот она будет выбирать что-то такое, вот, чтобы быстренько собрался, там, может, даже какие-то кожанки будет выбирать. Ну, в общем, такая рубаха-парень, вот
компании с мужчинами спокойно себя чувствует. И, кстати, мужчине это будет нравиться, что вот она и с мужчинами хорошо. А Венера во Льве? Ну, это царица, конечно. Опять же, видишь, мы же сразу не можем прочувствовать свою Венеру. Допустим, девушка может быть с Солнцем в Раке, да, то есть это совсем другие энергии. Не подозревать, что у нее там Венера стоит. И вот она тоже может тыкаться туда-сюда, как-то не может сгармонизироваться или, допустим, не уверена в себе и считает, что вот мужчина меня там бросит, а вот если эту Венерку подкачать немножко в плане вот Венера во Льве, да, то есть это какие-то яркие образы, не бояться использовать, допустим, красную помаду, золото носить, проявляться, да, быть в центре внимания, устраивать дома праздники. Кстати, вот казалось бы, такая ерунда, но если она чаще будет дома устраивать праздники, одеваться красиво, ярко, что-то такое вот необычное, мужчина будет заряжаться от этого, и вот прям такую женщину не отпустит никогда. Потому что он притянулся на эту Венеру. Вот при вашей первой встрече он притянулся на Венеру. И он хочет эту Венеру всю жизнь. Могу ли я узнать, стану ли я миллионером или, может быть, удачно выйду замуж за какого-то миллионера по натальной карте? Да, конечно, есть множество аспектов, которые я изучаю, но прежде всего я бы хотела сказать такую вещь. Во-первых, в натальной карте, да, видны варианты развития личности. То есть это минимальный, когда он ничего не делает, ну, просто проживает свою жизнь, вот от дивана до холодильника. Там, ну, нашел какую-то работу. Вот я встречала 2 людей с похожими натальными картами. Одна занимается уборками, другая организовывает праздники детские. У той и у другой выделен знак Дева. Дева – это вот все про клининг, все про разложить по полочкам, все чистенько должно быть, да. Праздники тоже – это организация, но это другой уровень. Это, то есть она должна прокачать другие сферы для того, чтобы выйти на этот уровень. То есть могут быть показатели, понимаешь, для того, чтобы она стала организатором, для того же организовать клининговую компанию. Допустим, она может до этого даже не додуматься, что она может это сделать. То есть она остается на вот этом уровне, она не идет дальше. Допустим, средний уровень, вот, она стала организатором. У нее есть такие аспекты. Я ей подсказываю: дорогая моя, вот у тебя есть там аспекты, давай вот проработаем вот это, может быть, вот это, может, ты время найдешь. А так вот, ну, просто проживаю свою жизнь как есть, и все. То есть человек даже не задумывается, что он может больше. Ну и в самый высший вариант, допустим, она может стать учителем, допустим, рассказывать другим, как стать организатором. То есть это масштаб. В натальной карте видно, что у нее есть на это возможность, но она их не берет. Понимаешь? И вот хороший астролог может ей раскрыть, во-первых, ее таланты. И причем мы можем заниматься разными вещами на протяжении жизни. Но у нас есть таланты, которые мы можем и монетизировать, и еще от этого кайфовать. И я изучаю при этом второй дом. Второй дом гороскопа – это вот про наши таланты и про наш личный доход. То есть могут прийти от мужчины, допустим, смотрим, где Юпитер стоит. Там тоже какая-то деятельность может происходить. Мы тоже оттуда можем зарабатывать. То есть разные варианты дохода. Но второй дом – это от того, что мы кайфуем. Вот наше, вот мы любим это. И поэтому легко приходят деньги. То есть вот смотри, мы про Сатурн уже поговорили, от Сатурна тоже, вот прорабатывая Сатурн, у нас придет успех. На какую еще планету нужно обратить внимание для того, чтобы привлечь деньги и успех? И, например, вот ты уже озвучила про Юпитер. Давай подробнее про Юпитер. Ну, Юпитер, да, это планета расширения, да, и, можно сказать, вот удача привалила, да, вот где она стоит, в каком доме. Ну, допустим, если она стоит в доме 7, это вот брак, брачные партнеры, то у нас приходят вот какие-то бонусы от наших партнеров. Мы можем даже и расслабляться, в принципе, и не работать, да, если там стоит Юпитер. Потом, если Юпитер стоит в 1 доме, то есть это все про тебя. То есть вот как ты сама себя прокачаешь, как ты сама себе позволишь, вот то ты и получишь. Там придется работать. Да. Ну, может, тебе это по кайфу будет. То есть не обязательно же все должны там просто дома сидеть. Да? Наоборот, ты можешь даже и дома сидеть, но внутри будет все время это вот, ну, что-то не хватает. Ты все время будешь что-то искать. Понимаешь, вот оно то и есть, что реально может твоя реализация не просто дома сидеть,
А что-то еще? Вот тоже интересно, как вот прокачать этот Юпитер. Я слышала, чтобы привлечь деньги, да, там нужно одеваться по определенной цветовой схеме. Сейчас даже существует некий денежный тренд, денежный маникюр. Вот. Ну да. И все про деньги. Или же одеваться в определенном стиле, там, чтобы удовлетворить Юпитер, энергию Юпитера. Или камни. Смотри, Юпитер — это, я тебе уже сказала, что это энергия удачи. Она сама к тебе придет. Я бы лучше прокачала твое Солнце. Ну, во-первых, второй дом бы поизучала. Ну, то есть вот реально там основные ответы вот именно там. Юпитер — это как бонус. Ну, вот будешь в общество выходить, будешь завязывать определенные контакты, будут приходить к тебе бонусы, можно так сказать. То есть это все про расширение, про соблюдение законов, про уважение старших, про то, что ты принимаешь экспертность других людей. Да, опять же, видишь, надо следить за тем, чтобы не обижать высокопоставленных людей каких-то, да. Но опять же, ну, им не лебезить, да, но уважать, просто потому что он достиг определенного поста. Вот здесь скорее про уважение к закону, уважение к системе. И все само придет, все само масштабируется. А вот про солнышко я бы здесь немножко подраскрыла, потому что это вот про нашу энергию, которой иногда нам не хватает. И если еще и солнце пораженное стоит в карте, ну вот 100% над этим надо работать, потому что я вот очень много видела натальных карт, которые вроде бы вот солнце во льве, там солнце в овне, это все про энергию, это все про проявленность. Но если оно поражено, оно вообще не проявлено. Вот человек живет по асценденту, допустим, а солнце вообще не раскрыто. То есть я не вижу вот этого, ничего. А солнце — это про наши деньги. Солнце — это про то, чтобы нас заметили, что мы есть, что у нас есть таланты. Это про энергию, которая в нас кипит. Вообще солнце, вот если мы берем планету, да, то вот это энергия. И там, где, в каком знаке, допустим, стоит твое солнышко, оттуда ты берешь энергию. Допустим, у тебя, если я сейчас вспомню, по-моему, солнце в 9 в раке. Да? То есть это все про путешествие, это все про экспертность, то есть стать учителем в чем-то. То есть вот направлять других людей, стать мудрецом, наставником. Ну, то есть максимальное количество знаний, которые к тебе идут, бери. Ну, то есть дальше ты будешь вот передавать людям. А что значит рак? То есть, скорее всего, ты будешь работать с женщинами. Ну, это вот как 100%. И плюс, ну, вот эти какие-то женские практики, там, я не знаю, вот все, что касается женщин, вот это обязательно притягивай к себе. То есть ты это, возможно, будешь передавать со временем. И вот от этого ты будешь расти. То есть получается, что вот через это приходит энергия на дальнейшее действие вообще, ну, про все. То есть солнце освещает все, весь круг. Я правильно понимаю, вот если мы сейчас коснемся темы проявленности, то вот в Инстаграме очень часто я вижу такую информацию о том, что вот нужно проявляться по определенному знаку, и тогда к тебе придет успех. Сейчас все хотят, это чтобы набрать определенное количество подписчиков, то есть нужно проявляться конкретно по Солнцу. По Солнцу еще в том знаке, где он, в смысле в том доме, где он стоит. То есть прокачивать эту сферу. То есть не по асценденту, не по Луне. По Луне, допустим, многие вообще, если честно, живут по Луне. Те, которые вот приходят в какой-то депрессии, да, и вот не знают, что делать. Я открываю натальную карту и смотрю, что человек живет по Луне. То есть это базовые потребности. Вот знак какой там, ну, не знаю, возьмем в Тельце, да. То есть вот у человека заполнен холодильник, он зарабатывает какие-то копейки, он покрывает свои там основные базовые потребности, все, и он не двигается дальше. И даже и не хочет двигаться, потому что Луна в Тельце – это очень такой медлительный человек. Вот он, в принципе, вот если будет лежать, его никто не будет поднимать, он может лежать. То есть это вот про инертность какую-то. Много людей так и живут. Вот просто инертно. Сходил на работу, лег на диван. А дальше уже смотрим все остальные планеты. То есть если мы берем в расчет асцендент, то по асценденту нас воспринимают всегда, все, сразу. Ну, то есть пообщаются с тобой какой-то период времени и прям чувствуют твой асцендент. А вот Солнце можно не сразу понять. То есть человек по Солнцу не сразу может проявляться. Допустим, твой мужчина сразу считывает твою Венеру. То есть и асцендент считывает 100%, потому что вы же тоже притягиваетесь на асцендент. И Венеру, то есть какие-то моменты вот твоей Венеры, вот он прям хочет сразу, вот как ты проявилась, так он и хочет навсегда.
А расскажи, пожалуйста, как проработать уверенность в себе с помощью астрологии? Уверенность для меня — это, ну, вот про гармоничность какую-то и про знание себя. Ну, то есть вот любой человек, который придет и что-то тебе негативно скажет, тебе это абсолютно не волнует. Допустим, как я к этому пониманию пришла, когда я начала сама прокачивать вот свои вот эти характеристики и качества. То есть мои ощущения до и, ну, вот тот план, который я прошла, себе наметила, это два разных человека. То есть когда человек живет по Луне, это одно. И когда он прокачал все свои сферы, планеты и чувствует себя гармонично. Вот это для меня и есть вот это вот какая-то проявленность, успешность, понимаешь? Если мы говорим с тобой про успешность денежную, да, то, опять же, вот как я говорила, лучше посмотреть натальную карту и посмотреть второй дом человека. Но, опять же, это, ну, как дополнение какое-то, понимаешь, потому что деньги приходят на твое состояние. Ну, то есть вот твое солнышко, твоя луна гармонична, спокойно ты себя То чувствуешь. есть все планеты должны быть проработаны Да. для того, чтобы... Вот что значит все Луна, планеты Солнце. Вот проработаны? основное, да, Луна и Солнце. Луна — это твои эмоции. Мгм. Ты там успокоилась, никого там не обвиняешь, обиды не держишь, маму с папой поняла, приняла. А как, допустим, легко принять маму и папу? Даже к психологу можно не хотеть. Я рассматриваю вот эти вещи с позиции кармы. Вот представьте, нам с вами, да, тяжело делать выбор. Мы знаем, что вот я лично тоже уже 44 года прожила. Я понимаю, как иногда тяжело сделать вот этот выбор. Не ошибиться, не обидеть кого-то, да, не бросить кого-то, там, ну, в общем, вот эти кармические узелки не завязать. И вот с этой позиции, что мои родители то же самое проходили. Кто-то не справился, а у кого-то свой собственный путь. Понимаешь, почему я должна судить, кто я вообще такая, чтобы судить своих родителей? Я не Бог, чтобы их судить. Опять же, вот эти знания кармы мне вообще все прочистили, все мои старые установки. Понимаешь, очень советую людям вот изучать кармические законы. А если мы с тобой говорим, допустим, про долг, да, каждого из знаков, то если ты родился уже, допустим, Козерогом, то это уже определенная энергия. И Солнце в Козероге — это очень весомо, естественно, очень весомо. Несмотря на Луну, на асцендент, это весомо. Это как ты проявляешься в социуме, да, то есть через эту энергию к тебе блага, получается, приходят. И вот, допустим, у того же самого Козерога это вот показать людям, что такое долг, что такое трудолюбие, дисциплина. Он, скорее всего, будет заботиться о своих маме с папой в старости. То есть вот эти люди, они вообще все на себе тянут в большинстве случаев. Вот они такие выносливые. И если, допустим, ты родился львом, то это про царственность. То есть в любом случае это какой-то фарт, потому что Солнце во льве, он максимально раскрывается, он вообще всем людям подсвечивает дорогу. Люди-львы, они строят целое государство. Ну, если так образно говорить, в этом государстве всем хорошо. А в негативе они могут... Эгоисты. Да, то есть эгоисты все для себя, под себя. Но опять же, если мы проваливаемся в этот негатив, за это наказывают. То есть ты обесточиваешься. Ты даже сам не понимаешь этого, но если ты неправильно используешь то, что тебе дали, у тебя это забирают. И знаешь, когда это видно? После 40. Вот посмотри на человека после 40, и ты все поймешь. Лайфхак. Будет видно, правильно живет ли он по натальной карте. Ну, даже не по натальной карте. Это кто хочет к астрологу, приходите, да. Но, опять же, это в любом случае есть. У нас есть задача, куда нам нужно прийти. И если человек живет неправильно, да, ну, то есть, опять же, вот не соблюдает эти законы справедливости, безответственный, там вот эгоист, там все про тебя, он придет, рано или поздно за это заплатит. Мы даже все об этом знаем, но мы почему-то игнорируем эту информацию. Да. То есть, ну, может, пройдет как-то. Нет, не пройдет. Можно ли также предсказать идеальное время для зачатия ребенка с определенными качествами? Этого я никогда не делала, то есть я стараюсь не влазить. Я могу только сказать, допустим, определенные характеристики человека вообще по натальной карте. То есть приблизительно какой ребенок будет, да? Ну вот если я, допустим, хочу ребенка Овна, ну вот как мне? Старайся. Я могу только посмотреть прогноз на год и сказать, что вот в этом году складываются тенденции для зачатия. То есть это выраженный 5-й дом, луна фертильная, допустим, в рак становится, в 1-й дом. То есть я могу сказать, что вот в этом году ты можешь родить.
Но что он будет там, не знаю, определенного знака, ну, возможно, кто-то это делает. Я это делать не буду. А еще вот очень интересная сейчас тема в тренде. Перед своим днем рождения соблюдать определенный соляр. То есть каждый день это посвящен какому-то одному дому. И праздновать свой соляр. Если ты знаешь про это, расскажи более подробнее, насколько это правда, чтобы каждый день я там первый день соляра я посвящаю себе, второй день соляра я прошу всех своих друзей сбросить мне деньги на карту. Насколько это нормально? И вообще это правда или нет? Месяц до начала твоего соляра, то есть дня твоего рождения, наоборот, он такой завершающий, когда, наоборот, идет какое-то ослабление энергии. И я бы даже не советовала в какие-то путешествия ехать, потому что реально, ну, может иссякать энергия. Вот ты впадаешь в какие-то состояния, вот поразмышлять, там, ну, всегда как-то тяжелее проживается этот месяц. Вот у тебя июнь, у меня июль, казалось бы, лето, но он какой-то меланхоличный у меня получается. Поэтому пропраздновать нет. Если ты говоришь, вот когда он начался и дальше продолжаешь. 12 дней после. Я понимаю, что многие астрологи это сделали уже каким-то ритуалом особенным. Я этого не делаю. Почему? Что в этом такого? Каждый день, там некоторые, вот ChatGPT мне вообще сказал, каждый месяц определенному дому посвящается. Не каждый. Ну, я это не делаю, потому что у меня есть натальная карта, есть прогнозы, и я смотрю определенные тенденции. И то для того, чтобы не загружать свой мыслительный процесс, я буду это смотреть в определенную дату. Вот, допустим, я там, не знаю, запланировала что-то. Тогда я буду смотреть, вот какие тенденции в этот день. А каждый день делать какие-то ритуалы, я этого делать не буду. То есть лучше в определенные дни согласно своему солярному гороскопу. И в этом случае лучше обратиться к астрологу, который тебе просмотрит и скажет, в эти дни там рекомендуется это, в эти дни. Да, это четче всего, это понятнее всего, и это точнее всего. Расскажи больше про этот коридор затмений и почему в эти периоды нам нужно быть особо аккуратными, чего нам опасаться. Ну, затмение – это всегда про кармические узлы. То есть это когда Луна и Солнце становятся в соединении с одним из кармических узлов. А кармический узел – это всегда про карму, про какие-то переходные события, да, то есть в эти события может смещаться президент в какой-то стране, то есть тенденции какие-то революционные происходить. Ну, в общем, на уровне индивидуальном, то есть человек тоже уходит от каких-то программ. Вот опять же, про тех же самых бывших, да, вот в затмении, они тоже могут вернуться. Да, то есть чтобы ты для себя посмотрела, освободилась ты от этих программ зависимости или нет. И опять же, очень четко видно людей, которые могут впадать в эти зависимости, в жертвенную эту позицию. И, кстати, если нарцисс приходит в твою жизнь, это про то, что тебе не хватает самоценности. То есть взрасти себя, вот полюби себя. Вот вроде бы утрированное это слово «полюби себя», но это вот как раз про понять, кто ты есть сама. То есть зачем ты держишься за этого человека, а ты кто? Вот ответь себе на этот вопрос, раскрой свои таланты, монетизируй, и ты даже не вспомнишь, как его зовут. Потому что вот на тех энергиях, как вы с ним общались, боже, это была я? Ну, как бы нет, вообще нет. Понимаешь, это вот про взрастить себя. То есть все есть свое объяснение. И вот в такие моменты как раз они могут и вернуться для того, чтобы ты посмотрела, проработала ты себя или нет. Спасибо тебе, Наталья. Я тебе очень благодарна. Я думаю, сегодня был очень интересный, интенсивный эфир. Я знаю, что у тебя больше информации у тебя в профайле, в Инстаграме. Об этом я поделюсь в описании к этому видео, о твоем профайле. Кому интересно какие-то вопросы, можете лично обращаться к Наталье. Пишите комментарий под этим видео. Возможно, мы какие-то еще темы разберем потом в будущем. Ну, а на сегодня спасибо всем. Пока-пока. Огромная благодарность. Спасибо. Все, начинаем? Да. Ну, сейчас. Он уйдет. Угу. Какая там осталась еще вода, земля, огонь? Вроде про все сказала. Или же сделать синатрию. Синастрию. Синастрий. Ну, попробовать-то можно. Блин, мне так кайфово сейчас. То есть у нас есть шанс перейти в новую жизнь. Мы можем вот задать себе программу на 18 лет и вообще туда не выйти. Осторожно. Аларм, аларм. Аларм, аларм, да. Как, я сижу нормально? Да. Ай, ага, он мне тоже мешает. Подожди.
это карма. Понимаешь? Ну, как тебе?